Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики. На прошлых видео мы показывали работу комплекта рамочных фрез. То есть можно сделать угловую вязку, можно в середине вставить, кому как потребуется. Дело в том, что комплект этих фрез стоит довольно дорого. А если нужно сделать не очень ответственную дверцу, скажем, на чердаке, на балкончике, там, где не требуется большой красоты, можно будет воспользоваться вот такой дисковой фрезой. Сделаем пазы по периметру будущей дверцы. И в эти пазы вставим либо ДВП, либо фанеру. ДВП 4 мм, фанера есть тоже 4 мм. Тем самым получится простенькая, скромненькая дверца. Чтобы не делать все 4 угла, мы покажем на примере одного углового соединения. Поскольку у нас фреза имеет диаметр хвостовика 8 мм, а в фрезере у нас цанга 12, одеваем переходную втулочку. Теперь ставим фрезер. Фреза установлена. Закрепим заготовки, чтобы они не ползали во время фрезерования. Поскольку длина у нас заготовки с избытком, поэтому мы ее можем спокойно струбциночкой прижать, потому что до конца фрезеровать не будем. Устанавливаем глубину фрезерования, кому как понравится. Можно посередине, можно 1/3 взять. Это уже каждый сам решит. Фиксируем глубину и приступаем к фрезерованию. Проверим. ДВПшка входит отлично, плотненько, хорошо. Фрезеруем вторую деталь. Теперь зажмем детали для удобства фрезерования. Посмотрим, что у нас получается. Вставляем в одну деталь, выпускаем немножко, вставляем в другую деталь. Можно, если не нужно большой красоты, в таком положении собирать рамку. Ее можно закрепить металлическим уголком, посадив все на клей, конечно. А если хотите сделать, чтобы не торчал вот этот паз, то с помощью стусла можно обрезать под 45 градусов и соединить эти две детали. Тогда паз уйдет, его не будет видно. Так выглядит стусло. С помощью него можно резать под 90 градусов, либо под углом 45 градусов. И еще есть один угол, по-моему, 75 градусов. Нам нужен угол 45 градусов. Вот он, этот угол. Использовать будем ножовочное полотно мелкозубое. И осталось аккуратно отпилить. Теперь нужно отпилить здесь. Делаем вторую сторону. Мы сделали запил под 45 градусов. Теперь соберем, посмотрим, что будет получаться. Немножко выпустим. Так. И собираем угол. Вот что у нас получается. Сразу скажу, бруски у нас не шлифованные, не калиброванные. Просто взяли остаток от реек и попробовали сделать такую сборку. Да и то получилось неплохо. Если все это склеить в прессе, то зазоров не будет. Если вместо ДВП поставить фанеру, возможно, даже облагороженную фанеру, получится довольно красивая дверца. Ну, я думаю, понятно, что такое соединение нужно сделать во всех 4 углах. Вот так она сойдется, склеится. Готовую рамку обычно шлифуют, все вместе в сборе. Можно помарить или покрасить, полачить. И все, получится нормальная дверца. Сегодня мы показали, как с помощью такой маленькой дисковой фрезочки шириной рабочей части 4 мм можно собрать вот такую рамочку. С помощью комплекта рамочных фрез, здесь прямая и обратная фреза, можно делать более красивые рамки, соединять, как мы уже раньше показывали на предыдущих видео. Покажу еще раз. Видно, что есть профиль и контрпрофиль. Сходится очень красиво, хорошо.
Позвольте на этом сегодняшнее видео закончить. Спасибо за внимание. Смотрите наш канал. До свидания.